Слушать. Остановите прокрутку на мгновение. Вдохните. Задержите дыхание. Прямо сейчас происходит нечто священное, и вы можете чувствовать это. Нет, это не просто очередное видео. Это не совпадение. Это не контент, появившийся благодаря алгоритму. Это не случайность, не совпадение по времени, не стечение обстоятельств. Это судьба. Это голос Бог, призывая вас в самый глубокий момент трансформации. Ты жила там годами, а может и всю свою жизнь. Дитя мое, я привел тебя сюда, потому что твое сердце взывало втайне, ты шептал молитвы в темноту. Ты задавал вопросы, на которые никто вокруг не мог ответить. Ты смотрел в потолок ночь за ночью, задаваясь вопросом: «Боже, это еще не все». И я вам сейчас отвечу. Это не для масс. Это не для случайного слушателя. Это для ты, которого я избрал прежде создания мира, чтобы получить это божественное откровение. Вы не просто смотрите видео. Вы погружаетесь в момент завета. Поворотный момент. Освященный переход. Прямо сейчас я размещаю ключ в твоей руке, тот, который открывает дверь, с которым ты так долго сражался. Тот, который приводит к избыток, к выздоровлению, к богатству, к чуду. За тебя даже молиться больше не смели. Но ты должен остаться до конца. Есть секрет в этом сообщении. Оно все изменит. Оно раскроет, почему твое благословение было отложено, и что вам нужно сделать, чтобы разблокировать свое наследство. Ты кружишь вокруг одной и той же горы. Ты испытал горечь, предательство, бедность и потеря. Но теперь я вмешиваюсь, пришло время собирать урожай. Услышьте меня ясно, это не просто мотивирующее слово. Это божественное объявление, небесное назначение. Время небес никогда не ошибается, вы стоите на пороге величайшего прорыва в вашей жизни, вы всего в одном шаге от того, о чем предыдущие поколения только мечтали. Но есть то, что вам нужно услышать, и если вы уйдете слишком рано, вы его упустите. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Я твой Бог. Я говорю с власть, с вечное обещание, с любовь. Это дисциплинирует и восстанавливает. И вот мой призыв к вам. Посмотрите до конца, оставайтесь в этом пространстве, которое я выделил для вас точкой избавления. Есть шаги, которые вам нужно предпринять, истины, которые вы должны помнить, благословения, которые вы должны получить. Вы спрашивали меня, когда же это произойдет, Господи? Почему я до сих пор не увидел чуда? И теперь я отвечаю, потому что чудо никогда не должно было произойти без откровения, и сегодня это откровение начинается. Я не только покажу вам, что блокировало поток избыток, но я покажу вам, как открыть ворота, те самые врата рая над твоей жизнью. Но только если ты останешься. Только если ты будешь слушать до последнего слова. Потому что в этом сообщении зарыто предложение, которое будет изменить свою жизнь. Ты узнаешь это, когда услышишь. Это будет гореть в твоей груди, это будет трепетать в твоей душе, это заставит тебя плакать, потому что это будет подтверждением, которого ты ждал. Но прежде чем ты достигнешь его, ты должен пройти со мной этот путь. Это не развлечение. Это духовная хирургия, это раскрытие судьбы, это ваш дух, вызванный из могилы промедления, страха, недостатка, в поле благословения, в реке богатства, в исцеление, которое выходит за пределы тела и проникает в саму сутькости твоего наследия. Поэтому я снова спрашиваю вас не как предложение, а как ваш Отец: не уходи. Потому что к концу этого сообщения внутри вас произойдет нечто сверхъестественное. И ты уже никогда не будешь прежним. А теперь слушайте внимательно, ведь то, что я сейчас скажу, это не смутное утешение, а пронзительное зеркало вашей собственной истории. Вот где секрет, то,
чего вы ждали, начинает выходить на поверхность. Вот тут вы увидите, я, твой Бог, были к тебе ближе, чем твое дыхание. Я был рядом в каждый миг, когда тебе казалось, что ты больше не можешь. Я был рядом, когда ты молился дрожащим голосом, полным страха, когда ты шептал в темноте о знамении, о выходе, о еще одной возможности. Я видел, как ты отдаешь, но не получаешь, сеешь, но не собираешь, надеешься, но не видишь плода. Я видел слезы, которые ты безмолвно проливал, не желая, чтобы кто-то видел твою боль, как ты улыбался на людях, но срывался ночью в одиночестве. И теперь я говорю с тобой с небесной настойчивостью: не пропустите благословение миллионера, которое я для вас приготовил. Когда я говорю благословение миллионера, дитя мое, я говорю не только о деньге. Хотя я выложу финансовое богатство как часть вашего наследования, я говорю о перемене настолько глубокой, настолько священной, настолько преобразующей, что каждая часть вашей жизни начнет выглядеть иначе. Это перемена атмосферы, перемена вашего сердца, перемена вашей судьбы. Это не просто пополнение вашего банковского счета, это завет изобилия, который переопределяет вашу личность. Вас учили ожидать малого. Вам говорили: не проси слишком многого, и поэтому вы приучили себя веровыживать, а не процветать. Вас приучили стучать в закрытые двери, двери, и примите молчание как ответ. Но сегодня я пришел сказать вам: ключи в твоих руках, дверь-то, что вы ждали, чтобы открыть, не закрыто. Оно ждет вашего смелого шуга, вашего поступковера, за ваше решение поверить, что я по-прежнему Бог чудес, Бог избытка, Бог исполненных обещаний. Вы чувствовали себя невидимыми. Вы чувствовали, что ваши молитвы затерялись в пустоте. Но я видел каждое семя, каждый акт послушания, каждый момент, когда вы решали продолжать идти, когда вам хотелось сдаться. И сейчас, в этот момент, я призываю вас поднять глаза из пепла. Поверить, что ваш урожай здесь. Что ваш чудо не задерживается, он находится в движении. Да, была боль. Да, были потери. Вы прошли через периоды пустоты, периоды, когда голос страха кричал громче, чем шепот надежды. Но я никогда тебя не покидал. Я стоял над тобой, защищая тебя от бедствий, о приближении которых ты даже не подозревал. Я готовил почву для твоего освобождения, выстраивал обстоятельства, двигал людей, создавал возможности, потому что обещать я переделал твою жизнь так, чтобы она не могла потерпеть неудачу. Дитя мое, ты побывал в пустыне. Но пустыня никогда не была твоим пунктом назначения. Она была подготовительной площадкой для наследования, что ждет тебя. Я позволил тебе почувствовать голод, чтобы ты понял, что я ваш провайдер. Я позволил тебе быть неправильно понятым, чтобы ты обнаружил, что твоя ценность исходит не от людей, а от меня. Я разрешил двери, чтобы закрыть, чтобы вы поняли, что у меня есть ключи к лучшему двери, которые вы не могли себе представить. И теперь, на этом божественном перекрестке, я протягиваю тебе руку и взываю к тебе: шагни вперед. Остаться. Дослушай это сообщение до конца, потому что внутри этих слов есть карта к вашей свободе. В этом послании раскрывается секрет, что помешало вам полностью войти в свою жизнь избыток. Я знаю, каково это стоять на грани сдачи. Но ты здесь не случайно. Ты здесь, потому что тебя выбрали. Потому что твой сердце все еще несет в себе искру веры. И эта искра все, что мне нужно, чтобы разжечь огонь благословения в вашей жизни. Вы были настроены на урожай, это потрясет даже тебя. Те самые люди, которые сомневались в тебе, будут смотреть, как я поднимаю тебя. Та же земля, где ты плакал, станет землей твоего чуда. Но послушай, ты должен принять это слово не просто с любопытством. Ты должен позволить ему пронзить твою душу. Ты должен позволить ему побудить тебя к действию. Дитя мое,
даже сейчас я призываю тебя откликнуться не только мне, но и момент. Это момент, когда вы можете публично заявить «Я верю», «Я принимаю», «Я готов к своему благословению». Сейчас самое время действовать, посеять семя согласия. Прямо здесь и сейчас, прежде чем мы продолжим, я хочу, чтобы вы остановились и нравится это видео. Да, нравится. Это может показаться незначительным, но это публичное заявление о том, что вы вступаете в этот момент завета, что вы приводите свой ВРС моим обещаниям. Ты говоришь: «Я не просто буду слушать, я буду участвовать». Потому что каждый раз, когда ты делаешь шаг веры, вы открываете еще один дверь. Каждый раз, когда вы приводите свои действия в соответствие со своими убеждениями, вы активируете другой ключ. Поставить лайк этому сообщению – это ваш первый видимый шаг, сигнал вашему духу, небесам, невидимому миру, что вы не сторонний наблюдатель, а судноготов к приему. Вы ждали знака, подтверждения, момента, который подскажет вам, что пора перестать выживать и начать процветать. Вот он, точка благословения миллионера Аделла, не в жадности, а в переполнении, чтобы вы наконец смогли жить свободно от постоянной нужды, свободно от страха и стать благословением другим. Я не призываю вас копить, я призываю вас нести. Чтобы стать сосуд изобилия, носитель богатства, проводник чудеса. Понимаешь? Боль, которую ты пережил, не была напрасной. Ночи, которые ты проплакал, были учтены. Молитвы, которые ты прошептал, заложили фундамент. Семята, что ты посадил в слезах, взойдет в урожай радости. То, что пыталось уничтожить тебя, станет свидетельством твоей вины. Трансформация. А сейчас я хочу, чтобы вы взглянули на свою собственную историю. Взгляните на двери, это закрылось. Взгляните на предательства, которые ранили глубоко. Взгляните на долги, потери, разочарования. И затем услышьте, как я говорю, ничто из этого не имеет силы определить ваше будущее. Это были главы, а не заключения. Это были уроки, а не предложения. Я автор, и я еще не закончил писать вашу историю. Я переписываю ваш рассказ с недостаток к избыток, от страх к вера, от стыд к благословению, от задерживать к чудо. Вы не только получите финансовую помощь, богатства, вы получите восстановление своего достоинства, своих отношений, своего здоровья, своих мечтаний. Я собираюсь излить такое богатое наследство, что твоя жизнь будет знаком и чудом. Итак, оставайтесь со мной. Оставайтесь до конца. Потому что следующая часть этого послания откроет вам то, о чем вы давно подозревали, но никогда не понимали. Истинную причину вашего благословения, казалось, задерживался, и ключ который откроет дверь раз и навсегда. Остановитесь сейчас. Сделайте этот простой поступок. Вера. Поставьте лайк этому видео. Скажите своим действиям: я сонастраиваюсь. Я принимаю. Я готов. Так вы подаете сигнал небесам, что вливаетесь в поток. Так вы разрушаете шаблон пассивности и вступаете в движение к судьба. И когда вы это сделаете, поймите следующее: вы не просто ставите лайк под видео, вы делаете свой первый видимый шаг к чуду. Потому что все начинается с семени. А семя, однажды посаженное, не может не прорасти. Боль была настоящей. Потеря была настоящей. Но обещать более реально. Наследование безопасно. Дверь открыт. Ключ в твоей руке. И благословение и ожидание на другой стороне превосходит все, что вы осмеливались себе представить. Оставайтесь. Слушайте. Действуйте. Потому что ваша следующая глава, та, что полно богатства, здоровья, избыток и чудеса, начинается сейчас. Сын мой, дочь моя, наклонись ближе. Пусть мой голос пронзит все остальные звуки.
Пусть он пробьется сквозь шум, сомнения, отвлечения. Ты прошел сквозь огонь, который мог тебя уничтожить. Ты прошел через испытания настолько тяжелые, что порой сомневался, поднимешься ли ты когда-нибудь снова. И вот ты здесь. Дышишь, читаешь, слушаешь. И пока ты сидишь здесь в тишине, возможно, веря, что ничто не движется, я готовлю то, чего твои глаза пока не видят. Ты действительно знаешь, кто ты? Ты понимаешь, сколько я вложил в твою судьбу? Сын мой, дочь моя, ты жил под потолком, который тебе возвели другие. Ты принял ярлыки, которые никогда не сходили из моих уст. Сколько раз ты позволил голос страхошепот громче, чем голос веры? Сколько раз вы сдавались, обещать потому, что буря казалась больше, чем благословение? Спросите себя сейчас, как долго вы будете позволять врагу убеждать вас, что вы слишком малы, слишком сломлены, слишком поздно принять то, что я уже записал в вашей книге жизни? Как долго вы будете продолжать верить в ложь о том, что ваши прошлые ошибки лишили вас возможности наследования? Сын мой, дочь моя, когда я призываю тебя не из-за твоих неудач. Я призываю тебя из-за моего завета, основанный на моей крови, основанный на мой ищать, который не может сломаться. Взгляните на свою жизнь прямо сейчас. Взгляните на свой дом, на свои отношения, на свои финансы, на свою репутацию. Вы жили не так, как я вам обещал. Вы терпели нужду, бесчестие и стыд, словно это ваша доля. Дитя мое, это не ваша доля. Это не ваша доля, точка наследования. Это не твои судьба. Помнишь слезы, которые ты пролила, когда никто не видел? Помнишь моменты, когда ты сомневалась, слышу ли я тебя? Сынок, дочка, я слышал каждый твой шепот. Я ловил каждую слезинку. Я видел ночи, когда ты не могла спать из-за тяжести счетов, предательства друзей, болезни тела, тяжести в сердце. И пока ты ломался, я строил. Пока ты проигрывал, я строил. Пока ты просил лишь о том, чтобы выжить, я готовил более чем достаточно, чтобы благословить тебя, твой дом и даже твое имя. Но я должен спросить тебя. Снова, и это пронзит тебя, если ты позволишь, как долго ты будешь стоять на краю двери и не пройти? Сколько еще вы будете молиться об открытии, дверь на «игнорируйте» ключа уже вложил в твою руку? Как долго ты будешь позволять голоса сомнения отговорить вас, а чудо это уже твое? Сын мой, дочь моя, есть те, кто хотел бы сбить тебя с толку прямо сейчас, голоса шепчет. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Это всего лишь очередное обещание, которое не сбудется. В вашей жизни есть люди, которые не могут представить себе ваш взлет, которые не могут справиться с вашим благословением, которые тайно надеются, что вы останетесь маленькими, чтобы им было комфортно. Не слушайте их. Это не совпадение. Это не просто сообщение. Это я, ваш Бог, твой Отец, твой священник, говорящий напрямую с твоей душой. Я не только собираюсь благословить тебя в тайне. Я собираюсь восстановить ваше имя публично. Те же люди, которые сомневались в тебе, увидят мое чудо в твоей жизни. Та же земля, где ты плакал, станет той же землей, где ты будешь танцевать. Тот же дом, что был полон напряжения и нужды, станет домом избыток из мир, из чести я благословлю вас не только финансово, но и ваших детей, вашу семью, вашу репутацию. Я подниму вашу голову высоко, чтобы все знали, что я Бог, кто хранит иго обещать. Но, сын мой, дочь моя, я также призываю тебя взглянуть правде в глаза. Кто сказал тебе, что ты недостоин? Кто сказал тебе, что богатство было для кого-то другого? Кто тебе сказал, что твое благословение истек? Разве я когда-либо говорил это?
Или ты позволил голос страха написать свой сценарий? Позвольте мне спросить вас напрямую, как бы выглядела ваша жизнь, если бы вы наконец поверили мне, сердце почувствуй, действительно ли ты получил мои обещать, чтобы увидела ваша семья, если бы вы перестали отступать и начали ходить в свои наследования? Сын мой, дочь моя, это не игра. Это твоя жизнь. Это твоя судьба. Ты не нищий, ты наследник. Ты не ошибка, ты избран. Ты не тень, ты свет. Ты не заемщик, ты кредитор. Ты не забыт, ты отмечен моим знаком. Завет. Вот почему враг так упорно сражался с тобой. Вот почему ты проходил испытание за испытанием. Ведь если ты когда-нибудь осознал, кто ты, если ты когда-нибудь осознал, ключ я вложил в твою руку, если ты когда-нибудь полностью вошел в дверь вашего благословения, то вас ничто не сможет остановить. Сын мой, дочь моя, я не обещаю тебе легкого пути. Все равно будет сопротивление. Все равно будет голосопытаюсь отвлечь вас. Но важнее, вероятно, вселил в тебя нечто большее, чем страх, который пытается тебя задушить. Благословения я изрек, а тебе больше проклятий, произнесенных против тебя. Наследование ждет тебя больше, чем потери, которые ты пережил. Я собираюсь изменить ваше окружение. Я собираюсь изменить вашу атмосферу. Я собираюсь коснуться вашего дома, вашего имени, вашей чести. Вас больше не будут называть забытым, а облагодетельствованным. Вас больше не будут называть сломленным, а благословенным. Вас больше не будут называть тем, кто пытался, а тем, кто преодолел. Но сначала, сын мой, дочь моя, вы должны ответить на эти вопросы в своих сердце. Ты веришь, что я тот, за кого себя выдаю? Ты веришь, что я все еще могу чудеса в вашей жизни? Верите ли вы, что достойный избыток я обещал? Ты веришь, дверь ее открыта. Здесь ставки растут. Здесь ваша личность либо заявлена, либо проигнорирована. Нельзя жить на полпути между верой и «больше не бойтесь». Вы не можете говорить одно устами, а верить в другое. Сердце ты должен решить, кто ты. Ты должен решить, чьему голосу ты последуешь. Я здесь, сын мой, дочь моя. Я зову тебя по имени. Я напоминаю тебе, кто ты. Я вновь знакомлю тебя с твоей истинной сущностью, наследником моего коровства, носитель моего благословения, преемник мой богатства, сосуд мой чуда, хранитель моего обещать. И когда вы получите это слово, я хочу, чтобы вы почувствовали безотлагательность. Потому что дверь открыта сейчас. Ключ теперь он у вас в руках. Урожай теперь все готово. Оппозиция громкая, потому что прорыв близок. Это не совпадение. Это не просто видео. Это я, живой. Бог, противостоя каждой лжи, разрывая все цепи, снимая каждое бремя и призывая тебя по-настоящему. Сын мой, дочь моя, ты больше, чем твоя боль. Ты больше, чем твои ошибки. Ты больше, чем твои страхи. Вдохни. Пусть эти вопросы эхом отзовутся в твоей душе. Пусть они сломают тебя, если это необходимо. Потому что по ту сторону этого слома твое благословение. По другую сторону этого противостояния находится ваша трансформация. По другую сторону этого решения находится ваше чудо. Я твой Отец. Я твой Боге, твой священник. И я сделаю то, что обещал. Смотри, как я тебя меняю. Смотри, как я благословляю твой дом. Смотри, как я восстанавливаю твое имя. Смотри, как я заставляю замолчать голоса сомнений и показать, что я не лгу, когда обещаю. Мой сын, моя дочь, пришло время. Ответьте на эти вопросы своей жизнью.
Вступите в свою жизнь. Личность. И готовьтесь, потому что следующая часть этого сообщения откроет вам не только то, что я вам даю, но и как ты будешь ходить в нем. Оставайтесь до конца, секрет вот-вот развернется. А теперь остановись. Остановись на мгновение, где ты сейчас. Вдохни глубоко и почувствуй всю тяжесть этого момента. Сын мой, дочь моя, в жизни очень редко случается, когда ты сталкиваешься лицом к лицу с божественный поворотный момент. Это один из них. Прежде чем мы продолжим, я попрошу вас о чем-то простом, но священном, о небольшом действии, которое откроет очень большой путь. Дверь. Вы здесь, потому что ваш вера тебя сюда привлек. Ты здесь, потому что твой сердцевые жаждали большего. Вы здесь, потому что готовы сделать шаг вперед. Слух в активация от слушателя к участнику-преемник. И для этого нужно действовать прямо сейчас. Не упустите этот момент. Я говорю тебе прямо, дитя мое, подпишитесь на этот канал, да, прямо сейчас. Сделайте это не как обычный щелчок, а как актвера. Сделайте это как заявление о том, что вы сажаете себя вместо свежая пища для вашего духа. Потому что здесь вас не будут кормить объедками, здесь вы найдете секреты. Небеса открываются вовремя, свежая манна для твоей души, своевременные слова, которые будут направлять ваши дальнейшие шаги. Это место непрерывного благословения, продолжающегося урожай, из откровения разворачиваясь слой за слоем. Но это еще не все. Теперь я прошу вас о чем-то более глубоком. О чем-то, что активирует то, что произойдет дальше. Недостаточно просто слышать, нужно говорить. Недостаточно просто хотеть, нужно заявлять. Это моральная дилемма этого момента. Будете ли вы молчать или публично заявить о том, что вы сердце уже верит? Вы отступите из страха показаться глупым или выступите вперед, как тот, кто понимает ключи королевства. Сын мой, дочь моя, в твоих словах есть сила. В твоем признании есть авторитет. Поэтому я прошу тебя написать эту фразу прямо сейчас в комментариях. Я не упущу своего благословения. Я принимаю его с верой и послушанием. Напишите все именно так, как есть. Объявите об этом публично. Пусть ваши глаза увидят то, что вы сами сердце – это вера. Потому что, когда ты исповедуешь устами то, во что веришь в сердце, атмосфера меняется. Небеса открыто. Дверь широко распахивается. Это не суеверие, это активация завета. Я показываю вам привилегированная тайна, что мало кто понимает. Каждое благословение требует согласия. Каждый чудо-нужен сосуд. И когда вы действуете, когда пишете, когда говорите, когда подписываетесь, когда комментируете, вы говорите невидимому миру: «Я согласен с небесами». Я согласен с обещать, я согласен с наследованием. Вот почему даже небольшие действия, такие как нажатие кнопки или ввод предложения, имеют значение в такие моменты. Не стоит недооценивать этот момент. Речь идет не об алгоритмах или числах, а вера в действии. Речь идет о том, чтобы вы приняли ключ, который открывает дверь. Речь идет о том, чтобы ты приложил руку к урожаю, который был подготовлен для вас. И поймите также следующее: здесь есть свежая еда. Не затхлое слово, не пустые обещания, не заезженная надежда, но свежая, священная еда для вашего духа. Слова, которые исходят прямо от моего сердца к вашему. Инструкции, которые актуальны в любое время, как манна в пустыне. Их нужно собирать ежедневно, чтобы питать вас на пути к вашей цели, к наследованию. Это ваш шанс показать себя, показать небесам, показать даже оппозиции, что вы не играете со своими судьбами. Напишите фразу. Печатайте ее смело. Произносите ее вслух, пока печатаете. Это ритуал активации.
Здесь ваш мир становится видимым. Здесь вы переходите от пассивного к активному, от зрителя к участнику. А теперь слушай внимательно, сын мой, дочь моя, потому что я открою тебе нечто, что мало кто знает. Скрытый принцип в моем королевстве. Благословение движется к движению. Она не гонится за неподвижностью. Она не задерживается в тишине. Она течет к тем, кто действует в согласии с ней. Вот почему вы чувствовали себя застрявшими в периоды бездействия. Вот почему прорывы часто случались в тот момент, когда вы делали шаг вперед, пусть даже и в мелочах. Итак, я приглашаю вас к священному обмену. Вы услышали мое обещать. Ты почувствовал мои присутствие. Теперь действуйте. Подписывайтесь. Комментируйте. Высказывайтесь. Потому что это моральная дилемма веры. Будете ли вы просто слушать или ответите? Вы будете просто восхищаться дверью или вы пройдете сквозь него? Вы просто полюбуетесь ключ или ты его перевернешь? Напишите фразу сейчас: «Я не упущу своего благословения». Я принимаю его с верой и послушанием. Не медлите. Ведь колебание – это вор. Нерешительность – это дверь, которую не закрывают. Промедление – врагу рожай. Но смелость привлекает чудо. Сын мой, дочь моя, я вижу тебя. Я знаю, какой груз ты несешь. Я знаю страхи, которые шепчут даже сейчас: это глупо, это не нужно, это всего лишь видео. Это не мои слова. Это голоса сомнений, которые пытались удержать вас от вашего наследования. Заставьте их замолчать вашим действием. Заставьте их замолчать вашим заявлением. Обещаю, это не пустой ритуал. Это выравнивание. Это активация суть. Подписываясь и оставляя комментарии, вы вступаете в реку, которая уже течет. Вы присоединяетесь к сообществу Завета, где секреты царства делятся. Ты ставишь себя под покровное откровение: ежедневно хлеб, жизнь, вода. Ты говоришь мне: я готов к большему. Я не странник. Я сын. Я дочь. Я наследник. Ты должна понять, дитя мое, что твои судьбы – это не пассивный процесс. Он предполагает участие. Он требует вашего голоса, ваших рук, ваших действий. Это ключ, что многие упускают. Они молятся за чудеса, но не готовьтесь к ним. Они взывают к урожаю, но не берут серпа. Они просят благословения, но не сейте их семя. Но вы другой. Вы слышите меня сейчас. Вы чувствуете безотлагательность. Вот почему я привел тебя сюда. Вот почему я дал тебе эти инструкции. Потому что ты не просто очередной зритель, ты избранный. Судно, вы не просто очередной слушатель, вы носитель благословения. Ты не просто еще одно имя, ты сын, дочь, законный наследник Завета. Отнеситесь к этому моменту серьезно. Напечатайте фразу. Произнесите ее вслух. Пусть она отзовется эхом в вашем сердце, к сердцу пусть это отметит момент, когда вы перешли от страха к вере, от ожидания к получению, от слушания к действию. Это ваш первый видимый шаг в чудо. И знайте, в следующей части этого сообщения я открою еще более глубокий секрет, который объясняет не только, как получить ваше благословение, но как сохранить его, как приумножить, как следовать ему на протяжении поколений. Но действовать нужно уже сейчас, чтобы быть готовыми к этому откровению. Итак, сын мой, дочь моя, сделай это сейчас. Подпишись. Комментируй. Выскажи свое мнение. Потому что то, что ты сейчас услышишь, потребует от тебя полного внимания и полной самоотдачи.
И когда ты совершишь этот маленький поступок веры, подготовьте свое сердце. Потому что дверь вот-вот развернется шире, чем вы когда-либо себе представляли, и ваше наследование вот-вот станет видимым. Это момент активации, это точка невозврата. Здесь вы вступаете в поток избыток, из богатства, из чудеса, из трансформации. Действуйте сейчас, и пусть небеса увидят ваше решение. Напишите это: «Я не упущу своего благословения». Я принимаю его с верой и послушанием. Потому что то, что будет дальше, будет построено на этом. И если вы останетесь, и если вы будете слушать, если вы будете действовать, вы увидите обещать исполниться. Вы увидите, как ваш дом будет благословлен, ваше имя восстановлено, ваша судьба обеспечена. Это привилегия избранных. Это секрет наследников. Действуйте. Потому что следующее откровение уже ждет, и ключ уже у вас в руках. Сын мой, дочь моя, слушай меня внимательно. Ведь то, что тебя ждет, это не просто финансовые проблемы, точка благословения, не просто материальная выгода, не просто внезапный рост. Грядет нечто большее. Это чудо. Всегда трансформация. Прорыв, который затрагивает каждую часть вашей жизни, от вашего дома до вашего имени, от ваших отношений до вашего будущего. И все же, до этого чуда прибудет в полной форме вы. Должны понять нечто важное. Я не только готовлю благословение для тебя, я готовлю это для благословения. То, что сейчас кажется задержкой, на самом деле является божественным дизайном. То, что выглядело как ожидание, на самом деле подготовка, и этот процесс не был наказанием, он был позиционированием. Дитя мое, я тот, кто вкладывает в тебя емкость получать и умножать, что я посылаю. Потому что я не даю семена тем, кто не хочет сажать. Я не посылаю богатство тем, кто отказывается быть сосудами. И я не отдаю чудеса в руки тех, кто не готов их нести. Вы спрашиваете меня: «Господи, когда же придет мое время? Когда настанет моя очередь?» И мой ответ таков: ваше время начинается в тот момент, когда ваша вера становится действием. Потому что вера – это не просто чувство. Это не просто эмоция. Это не просто момент надежды во время проповеди. Нет, вера – это действие. Вера – это послушание. Вера – это движение. Я дал тебе обещание. Я дал тебе наставление. Я дал тебе такие моменты, когда мой голос доносился до тебя с ясностью и силой. И теперь, мой сын, моя дочь, я говорю тебе, пора действовать. Вы плакали. Вы постились. Вы ждали. Теперь я спрашиваю вас, что вы строите? Что вы готовите? Если бы я открыл дверь сегодня, готовы ли вы пройти через это? Если бы я передал благословение теперь, вы знаете, как поддерживать это. Потому что вот секрет, что многие не знают, благословение не посещает только подготовленных, оно остается с подготовленным, многие получают прикосновение и теряют его. Многие получают прорыв, а затем возвращаются к сломанным привычкам. Но ты не такой, как многие. Ты призван идти как сын, как дочь судьба. Вас формирует нести урожай, а не просто попробовать. Вот почему я позволил некоторым вещам вас растянуть. Вот почему ожидающей казалось, что прошло много времени. Потому что я развивал ваши возможности, расширил ваше сердце, совершенствуя свое видение, противостоя своим страхам, раскрывая свои привязанности, так, чтобы когда избыток придет, оно тебя не раздавит. Оно тебя благословит. Итак, прежде чем мы продолжим, я хочу, чтобы вы провозгласили эту истину своими собственными устами. Да, прямо сейчас, прямо здесь,
я хочу, чтобы вы напишите в комментариях это сильное предложение. Я готов получить благословение. Моя вера сильнее моего страха. Напишите это. Пишите смело. Потому что это предложение не просто слово, это духовное заявление. Когда вы говорите это, вы приказываете своей душе настроиться. Вы показываете небесам, в которые вы верите. Вы рисуете линии на песке, говоря каждому духу сомнения, промедления и отвлечения: «Я больше не буду колебаться. Я больше не буду сидеть сложа руки. Я готов. Я послушен. Я двигаюсь вперед. Мой сын, моя дочь, пойми это, дверь милости уже открыт. Но ты должен пройти. Ты должен двигаться к обещать. Вы должны подготовить ваш дом, ваш разум, ваши привычки, ваш вера. Представьте это вместе со мной сейчас, на мгновение представьте это. Позвольте мне провести вас через то, что ждет вас впереди. Если вы будете послушны мне, вы просыпаетесь, и тяжесть исчезает. Дом наполняется покоем. Страх, который когда-то охватил вас, сменился тихой уверенностью. Вы смотрите на свои руки и понимаете: Бог даровал мне процветание, не чудо пришло богатства, когда-то я боялся, что никогда не увижу, что теперь это стало рекой, текущей через мою жизнь. Но дело не только в деньгах, нет, дело в ясность, это радость, это здоровье, это свобода. Это избыток в любой форме. Твое имя, когда-то произносимое с жалостью, теперь произносится с уважением. Твой дом, когда-то обремененный борьбой, теперь светится смехом. Твое вера, когда-то колеблющийся, теперь является основой для других. Это урожай я готовился. Это обещать я приношу удовлетворение. Но послушайте меня, ничего из этого не происходит без подготовки, ничто из этого не происходит без послушания. Я дал Ною наставление до потопа. Я дал Иосифу сны до голода. Я дал Моисею законы до обетованной земли. И я даю вам сейчас, в этом самом послании, план трансформации. И часть этого плана начинается, когда вы перестаете просто ждать и начинаете готовиться. Поэтому я снова спрашиваю тебя, дитя мое, готовишь ли ты свой склад? Вы увеличиваете свою емкость. Ты распоряжаешься тем, что я тебе уже дал, словно еще больше не за горами. Или ты пассивно ждешь, устремив взгляд в небо, надеясь, что избыток падет без действий. Тебя не заставили ждать вечно. Тебя заставили строить во время ожидания. Тебя заставили сеять, молясь. Тебя заставили действовать еще до того, как появится доказательство. Вот что такое настоящее веропохоже. И вот что открывает дверь, которую ни один человек не может закрыть. Итак, снова, действуйте сейчас. Напишите. Произнесите. Заявите: «Я готов получить благословение. Моя вера сильнее моего страха». Пусть эти слова ознаменуют собой перемену в вашем пути, от пассивности к силе, от раздумий к шагу, от промедления к судьбе. Пусть о вас скажут, что вы не упустил свой момент. И я скажу это прямо, для многих это сообщение является пророческое наставление. Это божественное прерывание к жизни, застрявшей в циклах. Если ты повинуешься этому слову, ты не просто увидишь перемену, ты сам станешь ею. Подготовьте свой дом, потому что грядет увеличение. Подготовьте свое имя, потому что честь приходит. Приготовьте свое сердце, потому что исцеление приближается. Приготовьте руки, потому что богатство грядет. Готовь свою душу, потому что чудеса идут. Это не шумиха. Это не эмоции. Это выравнивание. Это завет. Это трансформация.
И не держите это в себе. Делиться это видео с человеком, которому нужно напомнить, что вера – это действие, что задержка не является отказом и что сезон сбора урожая реально и близка. Я творю новое дело. Я творю это сейчас. Я творю это в вас. Но только если вы верите. Только если вы послушаетесь. Только если вы будете действовать. Итак, еще раз, напишите это, произнесите это, верьте в это. Я готов получить благословение. Моя вера сильнее моего страха. Потому что с этого момента ваши шаги будут направляться. Ваша подготовка не будет напрасной. Ваше послушание будет запомнено. И ваши благословения найдут тебя. И когда это произойдет, это не будет сюрпризом. Это будет подтверждением того, во что вы решили верить до того, как вы это увидели. Вот в чем сила веры. Это основа трансформация. Вот как вы получаете чудо. А теперь приготовьтесь, потому что следующая часть этого послания проведет вас к тем самым стихам, которые предсказывают ваше будущее. Вы посеяли. Вы изрекли. Вы провозгласили. А теперь время молиться. Остаться со мной. Дверью открывается шире. Сегодня настал этот день, мой сын, моя дочь, не завтра, не на следующей неделе, не в один из дней в будущем, сегодня. В этот самый момент. Прямо сейчас ваша история начинает меняться. Прямо сейчас духовная атмосфера вокруг вашего имени, вашего дома, ваших финансов, вашего наследия меняется. Что давило на грудь, что тяготило дух, что заставляло кружить вокруг одной и той же горы, сегодня он сломается. Я заявляю это вам сейчас. Это день божественного вступления. Это день духовного овладения. Это день, когда вы перестаете просить и начинаете получать. Это день, когда вы говорите: «Я принимаю это, Господь». «Я принимаю это». Повторяйте это с верой. Провозглашайте это своим голосом, сердце, всем своим существом. Принимаю, Господи. Принимаю. Повтори это еще раз, разрушь молчание, которое держало в плену твое чудо. Разбей цепи, которые сдерживали твое изобилие. Произнеси это громче, чем голос страха. Это не ритуал. Это твой вера в действии. Сегодня тот самый день. Сейчас тот самый момент. Это твой назначенный час. Ты ждал достаточно долго. Ты плакал достаточно долго. Ты размышлял достаточно долго. Ты сомневался, задавал вопросы, боялся, медлил достаточно долго. Но теперь я зову тебя по имени. Я обращаюсь к той части тебя, которая знает, что создана для большего. Это не конец твоей истории. Это начало лучшей главы. Оглянитесь вокруг. Загляните внутрь себя. Вы все еще дышите, потому что судьба не закончил с тобой. Мой завет о твоей жизни все еще в силе. Мое обещать все еще жив. И рука моя не коротка, чтобы не спасать. Моя благословение все еще доступен, и моя дверь все еще открыт. Примите этот момент. Вступите в этот поток. Вступите в сезон своей победы. Я больше не призываю тебя выживать. Я призываю тебя процветать, я не призываю вас держаться за ниточку. Я призываю вас захватить и том, что я храню для вас. Ибо не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на ум человеку, что я для тебя приготовил. Но ты должен это сказать. Ты должен в это верить. Ты должен это заявить. Я принимаю это, Господь. Я принимаю благословение.
Я принимаю богатство. Я принимаю чудо. Я принимаю наследство. Это тот час, когда пределы нарушены, это день, когда цепи падают. Это священный момент, когда проклятие и бедность обращаются вспять, когда задержка в вашей судьбе снимается, когда дверь изобилия распахивается, и ты проходишь как мой сын, моя дочь, мой избранный сосуд. Ты не был рожден, чтобы нести позор. Ты не был создан, чтобы жить под ним. Ты не был создан, чтобы страдать молча. Ты был создан по моему образу и подобию, и в моем царстве нет недостатка. В моем присутствии есть полнота, есть богатство, есть услуга, есть переполнение. И я снова говорю, сегодня тот день, когда вы его получите. Дитя мое, я знаю, ты чувствуешь всю остроту этого момента. Это не эмоции, это Дух Божий, свидетельствуя Духом Своим. Это Небесное Царство в соответствии с вашими сердцем. Это я, твой Отец, подтверждаю тебе, что все скоро изменится. Но не пассивно. Не ожидая, пока кто-то другой начнет действовать. Не надеясь в тайне верой. Решением. Смелым заявлением. Радикальным послушанием. Вот как открывается дверь. Вот как наследство становится реальностью. Повторяйте это вместе со мной. Я принимаю это, Господь. Я принимаю свое изобилие. Я принимаю свой урожай. Я принимаю свое преображение. Потому что это не просто ваше личное благословение. Это начало чудо поколений. То, что начинается с тебя, коснется твоих детей. То, что ты разрушил сегодня, никогда не вернется. То, что ты открываешь сейчас, останется открытым для тех, кто придет после тебя. Ты стоишь не только за себя, но и за свой род. Сегодня я изменю твою историю. Сегодня я подниму твою голову. Сегодня твой момент. Имя восстановлено, твой дом благословен, твой честь возвращена. Это не шумиха. Это говорят небеса. Это ваше наследие раскрывается. Больше не нужно ждать. Остается только идти. Шагните прямо сейчас в обещание. Шагните прямо сейчас в поток. Шагните прямо сейчас в благословение. Владей, как израильтяне, перешедшие Иордан. Не стой больше на берегах. Воды расступились. Земля высохла. Ковчег отправился вперед. Путь открыт. Земля твоя. Но ты должен пересечь. Ты должен двигаться. Ты должен говорить это, пока твоя душа не поймет, что это правда. Я принимаю это, Господь. Сегодня мой день. Я принимаю это. Это ваша декларация о вступлении в должность. Это ваша личная пятидесятница. Это ваш момент обладания. Вы не потеряны. Вы не дисквалифицированы. Вы не забыты. Вы не сломаны без возможности восстановления. Вы не опоздали. Вы вовремя. Прямо там, где чудо встречает подготовленных в сердце. Мой сын, моя дочь, я хочу, чтобы вы остановились здесь не в молчании, а в смирении. Поднимите свои сердца мне. Скажи с дерзновением веры то, чего страх никогда не хотел, чтобы ты сказал: «Я избран. Я помазан. Я благословлен. Я готов. Я принимаю это, Господь». Сегодня ты становишься получателем. Сегодня ты перестаешь бороться и начинаешь собирать урожай. Сегодня твоя вера становится владением. Сегодня твое послушание открывает доступ к избытку. Сегодня твое исповедание становится твоим подтверждением. И я говорю снова, потому что повторение свято,
и потому что сила в вашем род, я принимаю это, Господь. Я принимаю прорыв. Я принимаю избыток. Я принимаю благодать. Я принимаю богатство. Я принимаю исцеление. Я принимаю новый сезон. Вы больше не ходите по кругу вокруг обещания, вы делаете шаг в его сторону. Не позволяйте вашему разуму прерывать то, что выдух знает. Не позволяй шрамам твоего прошлого говорить громче, чем правда моего голоса. Не позволяй воспоминаниям о промедлении искажать реальности сейчас. Потому что сейчас является святым, сейчас помазан, сейчас является мощным, сейчас это начало оставшейся части твоей жизни. Сегодня тот самый день. Сейчас тот самый момент. Это твое время. Больше нет вопросов. Больше нет сомнений. Есть тальковера, только послушание, только следующий шаг вперед. И я, твой Бог, твой кормилец, твой Отец, твой защитник, я пойду впереди тебя, я окружаю тебя. Я благословляю тебя. Провозгласите это в последний раз в этот момент божественной силы. Принимаю, Господи. Принимаю, принимаю, принимаю. Пусть небеса услышат это. Пусть земля согласится. Пусть ваша душа пробудится. Пусть ваши обстоятельства преклонятся перед правдой. Потому что чудо находится в движении, благословения доставляется, дверью открывается. И ничто его не остановит. Сегодня твой день. Это твоя победа. И это только начало. Теперь подготовьте свое сердце. Потому что мы собираемся молиться. И в этой молитве вы запечатаете то, что вы провозгласили. В этой молитве вы родите то, во что вы верили. В этой молитве небеса ответят: «Остаться со мной». Потому что следующие слова откроют последний замок, последний ключ-поворот. Ваш чудо уже в комнате. Я заявляю вам сейчас, с полной власти, полной любовь, сезон мир, сезон услуга, сезон трансформация, я заявляю, что с этого дня вы будете ходить в ясности. Вы будете говорить смело. Вы будете принимать решения с уверенностью. Вы войдете в комнаты с услугой, уже ждет тебя. Ты увидишь, как двери открываются без усилий. Ты получишь благословение, над чем ты не трудился, и чудеса вы не ожидали. Ты больше не будешь жить, как тот, кто достигает, но как тот, кто получает. И, получая, ты начнешь изливать. Потому что царство благословения размножается через тебя. А теперь я прошу тебя о чем-то простом, но священном. Оставьте комментарий ниже, да, еще раз, с полной убежденностью, с сердцем, полным веры введите это предложение. Сегодня начинается мой новый сезон. Я готов. Я избран. Я благословлен. Пусть ангелы запишут это. Пусть ваша душа услышит это. Пусть это цифровое пространство станет святой землей, где вы становиться свидетели к своей судьбе. Потому что каждый раз, когда вы это произносите, вы подтверждаете истину. Вы высекаете ее на камне. Вы пишете ее на стенах своего будущего. Затем, после того, как вы прокомментируете, сделайте следующее: подписаться на этот канал не только для себя, но и потому, что теперь ты часть чего-то большего. Ты часть семьи. Племени Вера, о движении чудес, о сообществе Завета. Этот канал – духовный алтарь, место, где Слово Божье встречает вас прямо там, где вы находитесь. Каждое сообщение, которое приходит сюда, является новым человек, ежедневно хлеб, ключ к чьему-то прорыву. И теперь, когда вы получили, поставьте себе задачу продолжать получать и помогать другим получать тоже. Так что нажмите кнопку «Подписаться»,
прямо сейчас, с целью, с радостью, с верой. Потому что ты больше не один, ты идешь вместе с сообществом сыновей и дочерей, таких же, как ты, жаждущих истины, жаждущих большего и готовых вступить в их наследование. И, наконец, не держите это послание при себе. Если это слово тронуло вас, и если оно пробудило что-то в вашей душе, если оно напомнило вам, кто вы есть, то поделиться отправьте это тому, кому нужна надежда. Отправьте это тому, кто чувствует себя в тупике. Отправьте это тому, кто слишком долго ждал и хочет услышать это. Сегодня тот самый день. Потому что каждый раз, когда вы делитесь, вы становитесь партнером пророческое послание. Каждый раз, когда вы отправляете это сообщение, вы помогаете расширить царство благословений. Вы берете то, что когда-то было просто частной встречей, и превращаете это в публичное возрождение. И вот как мы растем вместе. Так мы умножаем движение. Так ваша личная трансформация становится частью глобальное пробуждение. Итак, еще раз, мой сын, моя дочь, комментарий, подписаться и делиться. Потому что сегодня начинается ваш новый сезон. Вы уже не тот человек, который нажал кнопку воспроизведения этого сообщения. Вы уже не та душа, которая пришла сюда со страхом, смятением или нерешительностью. Теперь вы ходите в знание своего наследования, уверенность в шаголичность и полнота вашего вера. Теперь идите смело. Идите в радости. Идите с миром. И возвращайтесь за добавкой. Потому что это только начало. В следующем сообщении мы поговорим еще глубже о том, как поддерживать чудо, как умножать то богатство, как жить ежедневно в потоке сверхъестественного избыток. Вы не хотите пропустить то, что будет дальше. Ваша трансформация в движение. И мы проходим этот путь вместе. Я благословляю тебя во имя Отца, который избрал тебя. Я благословляю тебя во имя Сына, который искупил тебя. Я благословляю тебя во имя Святого Духа, который сейчас расширяет возможности ты. Идите с миром, идите с силой и идите, зная, вы благословлены. Вы готовы. И ваш лучший сезон начинается сегодня. Увидимся в следующем слове и в следующем чудо. А пока оставайтесь на месте. Будьте готовы. Будьте пророческими. И никогда не забывайте, дверь открыта, и ключ уже у вас в руке.